Буквально на днях ко мне приехал лидар. Если кто не знает, лидар — это такая штука, которая позволяет роботам видеть окружающий их мир. Существуют 2D и 3D лидары. Ну, конечно, денег у меня не так много, поэтому я купил, конечно же, самый дешевый лидар, который вообще только есть на рынке. Вот этот. Поэтому в сегодняшнем видео мы посмотрим, как подключить его на компьютер, как подключить его к Raspberry, как построить карту местности, поговорим о плюсах, о минусах, и потом вы сами решите, стоит вообще его покупать или ну его нахрен. Сейчас нам не обязательно подключаться к пинам лидара, там есть переходник в комплекте, который позволяет нам просто по USB подключиться либо к компьютеру, либо к Raspberry, еще к какому-то устройству. И давайте пока что мы подключимся к компьютеру и на компьютере все сделаем. Включаем компьютер, запускаем ROS и переходим в папку catkin.vs/crc. Да, смотрите, для тех, у кого возникнет вопрос, что вообще такое catkin.vs. VS — это сокращение от Workspace, то есть разработчики ROS уже как бы подумали, что мы будем с вами делать какие-то проекты, и вот вам место catkin.vs, где вы будете все делать, в папочке src. В теории именно там должны лежать проекты по роботу, еще каким-то проектам, но я так не делал. В Catkin Workspace я буду размещать просто какие-то готовые пакеты, которые я просто скачаю с интернета, которые будут не мои. Свои пакеты я буду помещать в своей папке. И для построения карт местности нам сегодня понадобится два пакета. Первый пакет — это по работе с самим лидаром. Там будет лежать алгоритм HectorSlam. Грубо говоря, это алгоритм, который обрабатывает данные с лидара и преобразует их в какую-то полезную информацию, которую мы потом можем как-то обработать. Но если мы запустим один этот алгоритм, мы получим облако точек в виде какой-то плоскости. И это не очень удобно, поэтому есть уже какие-то алгоритмы, которые позволяют нам построить, собственно, карту местности. Поэтому нам нужно еще будет установить какой-то дополнительный пакет, который будет обрабатывать эти данные и строить карту местности. Подробную инструкцию о том, как установить эти два пакета, вы найдете в описании или вот здесь вот по ссылочке. Я вот здесь читал. И после того, как вы установили эти два пакета, мы уже можем начать строить карту местности. Для этого вначале мы запускаем наш алгоритм HectorSlam, чтобы он нам строил облако точек. Затем мы запускаем второй наш файл, который строит нашу карту местности. Но эти данные мы должны где-то визуализировать. И в ROS есть такой специальный инструмент, он называется RViz. Он создан специально для визуализаций. В одной консоли мы запускаем HectorSlam, во второй Map, и в третьей мы уже запускаем наш RViz. Но если мы вначале запустим RViz, мы ничего не увидим. Мы должны его еще правильно настроить. Для этого мы должны добавить несколько параметров. Для того, чтобы настроить RViz, мы должны правильно указать топики, из которых он будет брать информацию. Все топики мы можем посмотреть командой ROS-topic-list, и вот здесь у нас есть список топиков, с которых мы будем брать информацию. И вначале мы добавляем параметр LaserScan и прописываем ему топик Scan. Параметр Map и указываем топик Map. Axis — это наши оси, здесь ничего указывать не надо, мы просто его добавляем. Также мы можем добавить параметр Pose, в котором мы укажем ему топик Slam Out Pose. Это нужно для того, чтобы мы знали направление нашего робота, ну или в данном конкретном случае, куда направлен наш лидар. Он фактически строит у нас оси X, Y, и вот здесь вот вы можете посмотреть, как выглядят стандартные оси, и точно так же у нас начинают выглядеть оси на нашей визуализации уже. После того, как мы все настроили, у нас запускается алгоритм построения карты местности. И теперь давайте пройдемся по дому и построим карту местности моего дома. Out your mouth. You always said that we'd be okay, that we could make it another day. Well, tell me, baby, how'd that work? Все, мы прошлись по всему дому и построили карту местности. Если, например, вы вдруг хотите сохранить данный файл, то устанавливаете вот этот пакет и запускаете вот эту команду. Эта команда обработает результат, уже полученный в RViz, и сохранит его в два файла. Первый файл — это PNG, мы просто можем открыть и посмотреть его. Второй файл имеет специальное расширение AMCL, и он нужен для одноименного алгоритма, который будет у нас управлять уже ориентацией робота в построенной карте местности. Да, если, например, вам вдруг не понравилась карта местности, она дерьмовой получилась, и вы хотите ее обновить, то можно, конечно, все это перезапустить, но это не особо удобно. Поэтому здесь уже есть готовый сервис, который нам просто сотрет старую карту и начнет делать новую. Мы просто должны прописать команду reset, и все, наша карта обновится, и мы можем заново начинать строить.
Окей, сейчас мы сделали все на компьютере, но у нас все-таки мобильная робототехника, это значит, что у нас робот должен это все делать. Робот у нас есть лидар, давайте все сделаем теперь на роботе. Вначале у нас будет все то же самое, то есть нам не нужно придумывать велосипед, весь алгоритм установки пакетов актуален и для компа, и для робота. Мы все то же самое, точно так же прописываем и ничего не меняем. После того, как на роботе мы установим 2 пакета, мы уже можем это запустить. Но, смотрите, сейчас мы управляем роботом с SSH. То есть это у нас только консолька, мы не можем визуально посмотреть, что мы там построили. На роботе есть RViz, но мы его не увидим через консоль. Надо как-то это обойти. Но как это сделать? Оказывается, все очень просто. И для этого нам понадобится только комп, у которого установлен ROS. У нас такой есть. Давайте сделаем это. Мы запускаем компьютер, включаем на нем ROS и прописываем следующую команду. Эта команда говорит о том, что у нас есть ROS-мастер, который имеет определенный IP-адрес. Теперь через консоль мы подключаемся к нашему роботу и прописываем ему, какой IP у нас имеет мастер, а какой IP у нас имеет сам робот. И все. И это максимально простая штука. Думаю, здесь вообще не возникнет затруднений. Теперь уже на роботе мы уже включаем Hector Slam, мы включаем алгоритм построения карты, и на компьютере уже через компьютерную консоль мы включаем RViz, и у нас данные с робота через SSH попадают в компьютер, и компьютер их визуализирует в RViz. Вот это прям прикольно, у меня даже восторг был, когда я это сделал. Вроде фигня, но очень приятно такое делать. И давайте подведем итоги сегодняшнего видео. Ну, во-первых, это дешевый, простой лидар. На нем есть куча инфы, куча туториалов. Минусы. Во-первых, он очень плохо работает с зеркалами. Зеркало он воспринимает как продолжение комнаты, и он это не обработает. Белые поверхности он тоже не замечает. Если будет какой-то тонкий предмет, например, ножка от стула, он ее тоже не заметит. Да, и еще, мы можем сейчас на роботе это все включить, и он нам будет строить карту местности. Но есть такая штука, как одометрия. И нам ее тоже надо сюда подключать, потому что если это не использовать, быстро вращать робота, то карта местности вообще не строится. Он не понимает, где он находится. И без этого, конечно, никуда. И можно пользоваться без одометрии, но нужно тогда медленно перемещать робота. И вот я замечал, что если начать быстро вращать робота на месте, то карта местности вообще никак не строится. То есть он максимально неадекватно это делает. Так что, разрабы, думайте сами, нужен вам такой лидар или нет, или что-то более дорогое купить. Конечно, я нисколько не жалею, что я его купил, это классно, на нем мы попробуем дальше какие-нибудь штуки делать. В перспективе это все идет к тому, что мы просто в консоли будем иметь карту местности, робот будет ориентироваться, знать, где он находится, и мы, допустим, находимся вот в этой комнате, и скажем ему переехать в другую комнату, и он должен это сделать сам. Причем ни во что не врезавшись. Вот к этому мы сейчас идем. Да, сейчас, возможно, будут задержки в видео, потому что надо получше изучить тему одометрии. Уже не 2 видео в неделю, как у меня в последнее время получается делать, а, возможно, видео в неделю. И не факт, что именно на эту тему, потому что я хочу в нее получше углубиться, почитать форумы, туториалы. И на сегодня это все. Прокачивайте свои скиллы, друзья. Пока! Cause we never felt alone. You're the only one I want. That's the only